Друзья, привет! С вами Олег и влог «Зов воды». И сегодня будет просто с вами беседа, разговор о жизни, о тех мыслях, которые у меня обитают, или те, которые спускаются сверху, и что нужно лишнее убрать для того, чтобы почувствовать этот зов воды, отказаться от чего и что в принципе человеку нужно. Так что, если интересно, вперед! После этой истории, которую я вам расскажу, если вам будет интересно ее посмотреть до конца, вы узнаете, что такое зов воды, как поверить в себя, как изменить свое восприятие и как поменять вообще способ путешествия. Способы путешествия существуют разные, друзья. И ведь наша жизнь – путешествие, капли в огромном мире океана. После этого случая никаких других иных способов, как то, о котором я расскажу, для меня уже не существовало. Надеюсь, вам это видео понравится. Пишите, друзья, комментарии. Смотрите, сколько рябины вообще. Нереальное количество. Свалится от веса. Включил, а запись не пошла. Придется заново рассказывать, друзья. В 2004 году я отправился в свое первое путешествие в Турцию. Там я встретил очень интересных людей, которые помогли мне по-новому взглянуть на сам процесс путешествия, показали мне, как открываются места. Ну и я познакомился с другой культурой. Затем долгие годы я путешествовал по Турции, в разные места ездил, но все это касалось обычных отелей, и ноги меня сами несли в горы, несли куда-то в море. Там я стал путешествовать и в том числе пользоваться парусным катамараном, но это не главное. Потом был период, когда я все-таки переключился на Европу, и в 2013 году я посетил за один год множество стран. Это была и Сицилия, это был Занте, это была Финляндия, и еще куда-то я ездил, уже не помню. Но смысл в том, что все равно это бронировались заранее какие-то гостиницы, то есть я действовал по плану. И примерно в это же время, в этом году, я познакомился с удивительным человеком, который меня, когда я разговаривал про путешествие, спросил: а почему ты с таким твоим рвением, с таким подходом к жизни не хочешь сам открывать для себя путешествия и довериться именно своей четкой интуиции? Я говорю, как это можно делать? И он мне сказал: просто ничего не планируешь, просто сам бронируешь один единственный день по прилету. Это важно очень, один, чтобы после перелета отдохнуть. А потом очень просто. Ты просто берешь автомобиль, поскольку ты водишь хорошо и водишь очень давно. На тот момент у меня был уже, по-моему, 20-летний стаж. И все. А дальше едешь туда, куда тебя выведут ноги. С учетом того, что я ему рассказал про Крит, который не любит планирование, который не прощает планов. Вы знаете, этот остров совершенно невероятный. И я был там 3 раза и могу сказать, что подтверждение этих слов это точно. Так вот, друзья, я уже ездил туда, бронируя отели заранее. Это уже был какой-то шаг такой интересный. Сегодня зов воды тема, друзья. Но вы поймете, почему я это вам рассказываю, почему я все не затягиваю. Я вам пытаюсь объяснить, что путешествие длиною в жизнь, путешествие длиною в несколько жизней, оно позволяет почувствовать себя, кто мы есть. И почему этот зов воды так силен. Не только во мне, но я думаю, что и у вас. Так вот. И вот наконец-таки это произошло. В 2016 году я это сделал. Что же я сделал такого необычного, что изменило в корне мое отношение к путешествиям? Все очень просто. Я забронировал одну ночь, чтобы переночевать. И так уж получилось, что этот остров говорил мне, что нет, не получится так, надо заранее все делать. И здесь я записывал влог, если вы помните, про специалистов, экспертов. Ну, эксперты туриндустрии для меня умерли после практически пару лет путешествия моего в Турции. Я познакомился с местными людьми, убедился, что местная кухня ни в одном крутом ресторане при отеле, ни в одном крутом отеле, даже 5 лакшери, не даст вам и похожего на то, что вы можете добиться сами.
и узнать о месте, куда вы приехали, из первых рук. А посему, друзья, в 2015 году я путешествовал по Криту сам, но бронировал заранее уже и машины, и отели. Но 2016 год стал переломным. Почему? Потому что вот этот зов воды, вы если досмотрите это видео, вы поймете, о чем я вам хочу донести. И эта часть видео будет называться «Лучший гид». Лучший гид, друзья, внутри вас самих. Вы об этом не знаете, не подозреваете, но ищите где-то его снаружи. Так же, как лучший путешественник, лучший гурман, лучший, он живет внутри у вас. Что ему мешает? Мешает вот эта вот штуковина. Этот орган, который позволяет вам, с одной стороны, соединиться с самым главным, с самым высшим вашим, но при этом он работает по автоматическому режиму и работает по привычке. Так вот, мой зов, который пронизал меня насквозь, который позволял вам открыть вот этот мир заново и довериться своей интуиции, этот орган сразу же сказал: нет, друзья, ты должен заранее все забронировать, ты должен обязательно а вдруг ты приедешь, тебе негде будет спать, ты умрешь с голоду в жаркой стране, ты, где везде кругом фрукты растут, ты не сможешь найти убежище, хотя там тепло, можно даже на пляже найти убежище. Нет, он говорил: нет, надо заранее, машину все расхватают, и все сервисы говорили: нету машин, все, ты не забронируешь, не сможешь. И я пошел на поводу в 2016 году, забронировал заранее автомобиль. Что было дальше? А дальше начались совершенно невероятные приключения. Сопротивление ума настолько сильно, что он будет долбить до последнего. Я пошел на поводу, и что из этого вышло? Я хотел измениться, но этого не получилось. Я приехал, мы приехали, пошли в эту контору, забронировали, известный европейский производитель автомобилей в прокат. Уже автоматически все рассказал, нам нужен автомобиль, мы вроде его поставили в бронь. Ну, взяли у меня карточку, и тут же у меня автоматически списали в бронь 800 евро. Просто залог. Это даже не сумма за машину. Это просто залог. И плюс еще стоимость, там, я не помню, 1,5 или там что-то такое, 1000 евро за автомобиль на весь срок, на 3 недели. Я был в таком шоке, жена вообще была в глубочайшем шоке. В результате я понял, что я попал в ловушку. Люди, которые это сделали, понятно, что они рассчитаны на таких лохов, как Фавионыч. Но я сделал паузу, сделал глубокий вдох и взял паузу, отошел в сторону. И что я сделал? Я изменился в одно мгновение. Именно в этот момент, друзья, я сказал: я готов измениться полностью. Я сказал, что ты мне больше не нужен. Я сам буду решать, что мне делать. И я понимал, что мне не вернут уже эти 120 евро залога, которые я сделал еще из дома. За что меня жена потом очень хорошо. Но, друзья, мне удалось отменить эту сделку. Мне вернули эти деньги, которые пытались взять в залог автомобиль. Я отказался. И все. И все, друзья. Начался праздник, друзья, жизни. Праздник жизни настоящий. Как это произошло? Вот, видите, фирменная одежда. Фирменная одежда. Какой-то мужик здесь орет, зовет меня. Фирменная одежда. Машет. Что он делает? Друзья, но мне предстояло еще дальше, поскольку приехали мы уже вечером, мне нужно было найти какое-то транспортное средство, не двухколесное, а 4-колесное, для того, чтобы хоть как-то начать свое путешествие. В результате я остался без автомобиля, с грудой чемоданов и абсолютного без понятия. За тот момент, сколько я там провел, очень рано темнеет, поэтому что получилось? Я в темноте стал ходить по вот этим местам, но благо у меня был уже опыт, я знал, где находятся эти все конторы, их там десятки, и мы стали идти в то место, где брали предыдущий автомобиль,
абсолютно жуткого качества Chevrolet. Никогда не забуду этот автомобиль. Лачетти. Это вообще трэш жестяной, без изоляции, с текущими всякими, с отсутствием нормального кондиционирования и прочее, прочего. Так вот, придя туда, я уже был уверен, что я там на месте все сделаю. Ну, как бы не так. Автомобилей доступных нет, а те, которые оставались, были или очень маленькими и очень дорогими, в районе там $100 за сутки, ну, или они были заняты. Посмотрев автомобиль, я понял, что они мне не подходят. Я пошел дальше. Дальше еще хуже, друзья. Мозг сказал: ах, ты хочешь со мной побороться, да? Зов воды, говоришь? На тебе. Пошел дальше и увидел там $1200 за сколько там, я не помню, за 10 дней. Ну, короче, там запредельно уже, больше $100. И видя, что мы в таком подавленном состоянии, все, кто нам встречался, показывали или новые автомобили, или прочее. В результате опытный человек, который уже не раз брал автомобили в прокат, оказался в ситуации, когда вот это ему сказала: нет, ты никуда не поедешь. Ты будешь брать то, что нужно. Деньги у тебя есть, все будет нормально. Я сказал: нет, я буду здесь хоть до ночи ходить, но я все равно найду. В какой-то момент времени я понял, что мы прошли уже около 3 часов, потратили, и уже такое время, когда уже народу там мало остается, и все закрыто. Я решил сделать паузу очередную. И что же я сделал, друзья? Даже не поверите, что время ночь почти, а у меня нет автомобиля, мне некуда ехать, потому. Но самое интересное, друзья, что место, которое я забронировал заранее тоже на 1 ночь, находилось достаточно далеко. И добраться туда на автобусе в это время уже не представляло возможности, потому что было поздно. Поэтому единственным способом туда добраться, это можно было только на автомобиле, друзья. Что же я решил сделать? Поскольку я понял, что ничего не получается, то остается найти такси. Какой Турции, друзья? О чем мы речь? Мы на Крите. Там этого нет. Я стал ходить, искать таксистов. В каком-то кафе, уже не помню где, сказал, что мне нужно добраться до Сталиса. Нет, это не Сталис был. Или Сталис. Надо поднять обязательно фотографии, я прикреплю, где это было. У меня есть фотографии с этого отеля. Я сказал, что мне нужно туда добраться. И один очень приятный пожилой человек, где-то в возрасте 60 лет, сказал пару слов на английском. Как потом выяснилось, друзья, этот человек был послан мне судьбой. Почему? Потому что этот человек не знал английский язык. И представьте себе изумление мое, но способность моей супруги объясняться на руках, выработанная за многие годы путешествий, то, что дает язык настоящих жестов, и какое-то знание слов, русский язык, который тоже иногда пересекается с греческим, об этом я рассказываю, позволило мне сказать, что мы готовы ехать, скажите, сколько стоит. Он назвал стоимость, это вполне приемлемо, расстояние там достаточно большое, я помню, что километров 50 там точно ехать. Но в результате мы согласились и пошли в его автомобиль. Таким образом, мы оказались внутри очень старого автомобиля, забитой всяким барахлом, но в нем нашлось место для наших чемоданов, кое-как мы это запихнули и поехали. Я люблю общаться с людьми, и начал разговор. Но практически с первого предложения мне дали понять, что английский он не знает. Моя супруга рассмеялась. В результате мы попали в ситуацию, которая могла, с точки зрения моего понимания мира, сказать только об одном. Действительно, мир начался меняться. Видите, как здесь буквально в нескольких шагах заросшее все. И такой запах клевера, друзья, совершенно невероятный.
Так вот, друзья, продолжение этой истории, оно хорошее. Оно даст вам почву для размышления и поймет, почему зов воды оказался в Фавионыче, в Олеге так силен, что все-таки я сломил этот ум, сломил это восприятие. За разговором, состоящих из слов в основном греческих вперемешку с немецкими, получилось так, что мы выяснили, что у него есть дочка, которая разговаривает на русском языке, что она на самом деле русская, но она здесь очень долго живет, в Греции, потому что вышла замуж за грека. И зацепившись за эту такую соломинку, мы решили договориться с ним, что он наберет ее, эту дочку, и она даст телефон свой. И мы с ним поговорили. Мы познакомились, я не помню, как ее зовут, у меня где-то телефон записан ее. Но в результате получилась следующая ситуация, что человек, которого случайно мы встретили в кафе, свел нас с человеком, который тоже русский, но живет здесь. То есть вариант этот, конечно, существует, но при этом они живут вообще в другом городе, далеко. Но волею судьбы он согласился подъехать. И самое удивительное, друзья, что когда мы разговаривали с этой девушкой, очень приятной, я ей объяснил, что я ищу автомобиль, не могу найти. Она сказала, что мы занимаемся автомобилем, у нас собственный бизнес, мы сдаем автомобили большим количеством. Сейчас это очень крупная контора на Крите, я обязательно упомяну, это компания Magic Car. Но так мы познакомились с владельцами Magic Car, и, собственно говоря, эта компания сопровождала нас еще этот и следующий год в поездке на Крит. Так вот, друзья, мы договорились, и я сказал, что мне нужна машинка получше, чем Chevrolet Lachetti, желательно, чтобы более мощная, но при этом достаточно экономичная и надежность прежде всего. Потому что я с машинами работал много лет, знаю, что такое хороший автомобиль, и это не немецкий автомобиль, друзья. Сейчас с полной уверенностью могу вам сказать, подтвердить. И дальше произошло совершенно невероятное. Я вспомнил автомобиль, на котором мы передвигались. Это был открытый, с открытым верхом Suzuki, маленький джип песочный. Я забыл, как он называется, но вы знаете, что это такое. Вот так и получилось, друзья, что волею судеб мы столкнулись с тем явлением, которое я здесь фиксирую как зов воды. Это ваша тяга, вашего собственного «я», вашего высшего «я», который знает лучше всех, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Итак, друзья, пока вы наблюдаете за утками и за новым мостом, который откроется буквально через несколько, думаю, недель, новую огромную развязку в тех местах, где мы снимали с Павлом Мартом и мои выпуски про пейзаж. Так вот, друзья, сейчас здесь творится уже завершение этого всего действия. Я вам расскажу, что же было дальше. Друзья, у нас был автомобиль, у нас был номер, наверное, один из самых неудачных и очень странных жилищ. Очень маленький, комната практически состояла из одной кровати, очень маленькая ванна, в которой, в принципе, можно было только руки, наверное, помыть. Но мы выезжали очень рано утром, пока еще не знали, куда. Пока еще были ошарашены вот таким способом, шокировавшим нас. Но у нас был автомобиль, и мы знали, что мы двинемся, куда едем, не знали, где остановимся. Но у нас было ощущение полной свободы. Переночевав на следующий день, я рано утром, раньше 6 часов утра, 7, я отправился искать какое-либо кафе, чтобы выпить кофе. Это мацион многолетний, который супруга всегда делает, и я тоже. Соответственно, я хотел еще раз узнать, что вообще, как и где. Разумеется, мы никуда не сходили, ничего не поели, поэтому перекус был только такой временный. Вот мы подходим к первому мосту, друзья. Строительство еще не завершено, но вчера мы здесь свободно переходили и могли разглядеть, что же здесь будет. И с Камышовой поворот направо. Прямого проезда вроде тоже есть. Здесь уже построен большой мост, который выведет вас на окружную ССД дорогу, с которой можно будет легко добраться в любую часть города очень быстро.
Но поскольку зов воды тема актуальная, вы видите, что мы находимся с вами в месте, где я снимал множество роликов, и оно просто неузнаваемо абсолютно. Поэтому что с ним будет дальше, мы увидим. Но я надеюсь, что будет благоустроено, и мы с вами вместе отправимся в путешествие. Буквально в нескольких километрах дальше мы снимали с вами влог в лесу про штативы. Это уже обратная часть улицы Планерной. Теперь она будет соединена. Эта трасса выйдет дальше в Лахту. Это будет действительно большой трафик, потому что из Лахты можно будет через этот заезд быстрее очутиться в любой части города. Процесс строительства завершается. И уже видно, что здесь будет еще пешеходный мост, скорее всего. Или это будет еще одна эстакада. Но факт то, что, судя по тому, что я вижу, скорее всего, через этот мост можно будет проплыть и на САПе, и на других плавсредств. Поэтому не просто так Лахта очищается. Ну а для того, чтобы понимать, где мы находимся с вами, я вам покажу. Может быть, какие-то вещи вы узнаете. Ну и вам задам вопрос, что осталось от того места, которое мы так долго с вами снимали множество раз. Я думаю, что, может быть, вы сможете угадать. Думаю, что вам будет сложно, потому что это место в корне изменилось. Я дам вам подсказку, друзья. Вот эта развилка, деревьев здесь уже нет. Но, начиная свой канал, я записывал здесь влог именно в этом месте. И даже покажу вам деревья, которые здесь стоят. Мы записывали здесь влог про сумки. Именно с этих берез я показывал вам сумку Slink, которую до сих пор смотрят все люди и благодарят за то, что я сделал этот обзор. Все остальные выпуски, которые мы делали с Павлом Мартом, и с Владиславом, с собакой, и цикл стерео, и даже работу в арт, этого места уже не существует как такового, друзья. Так что, друзья, всегда есть выбор, с чем останется человек: с водой, с растениями или с чем-то, что порождено его вот этой колотушкой. Подкрепившись великолепным капучино и продуктами, я приложу фотографии, мы отправились в первое наше путешествие, полная свобода выбора. Это путешествие мы совершаем с вами каждую минуту, друзья. И я сегодня хотел акцентировать ваше внимание именно на том, что в жизни есть путешествие. И выбирайте, исходя не из внешних факторов, а исходя из вашего мира ощущений. Пользуйтесь вашей интуицией, и все у вас получится. Никто вам не сможет навязать свои ценности и прочее. Даже он Фавион. Но об этом другой канал мой. Стоянка называется «Свобода». Я, кстати, здесь стоял. Так вот. И он сказал: ну, у меня есть одно место, я вам его покажу. Он ничего не говорил, что это за место. Пройдя несколько метров, мы поднялись на ставшую уже нам впоследствии родную бордовую лестницу и очутились в очень интересной квартире, друзья, которая имела балкон с видом на горы, на дорогу. Не было там выхода на море, но оно было настолько комфортной, с огромным холодильником, с великолепной кухней, с великолепным видом на горы, чистая, ухоженная, с совершенно невероятной ванной, санузлом. Он сказал: это моя квартира. Я сейчас здесь не нахожусь, поскольку сейчас сезон. Я нахожусь в горах, где у них участки оливок, и он занимается сбором, в том числе организовывает хозяин. Но, говорит, если вы хотите, вы можете здесь пожить. Сколько вы хотите здесь пожить? Мы сказали, что у нас в плане порядка, насколько я помню, мы, по-моему, неделю там жили. А потом решили переехать в другое место. Ну, ударили по рукам. И все произошло, друзья, как я и говорил. Мы очутились в Макриало, в самом лучшем месте. И следующие несколько дней утро наше начиналось не с того, что мы шли десятки километров или там сотни метров, а мы через 30-40 метров, даже меньше, спустившись по лестнице, открывали свой день с воды. Открывали свой день заплыва в море.
Вот так вот получилось. Обрадовавшись, мы решили съездить в Ира-Петру. Это самый крупный поставщик фруктов в Европе, крупнейший город. Мы сели в машину и поехали затариваться продуктами, поскольку кухня позволяла это сделать. И там, друзья, я записал свой первый ролик совместно с супругой, который до сих пор на моем канале есть в разных вариантах. Короткий ролик, который стал неким толчком для создания канала. Но сам ролик был записан вторым, а первым я записал, когда вот это проснулось во мне чувство воды, зов воды. Я понял, что это нужно как-то зафиксировать. И фотографий будет недостаточно. И в тот момент я понял, что надо записать видео процесса. Мы поставили телефон на рек, сели в автомобиль. И вот этот ролик, который ссылку я оставлю, стал первым роликом, который через год запустил мой канал, который назывался сначала и Лист-НВ фотографии, и Фавионыч, и Бафавионыч, и Фавионыч про Ума, и чего там только не было. Но это уже другая история. Посмотрите эти ролики, они сняты дилетантом для блогерства, да. Ну, а для тех, кто скажет, что я как же так, первый свой видеовлог я записал в 95-м году, он тоже доступен на моем канале. Ну, а на сегодня все, друзья. Я надеюсь, что вам этот ролик хоть что-то даст, ответы, как верить в себя, как искать то, что просит ваша душа. Я не буду вас задерживать, оставляю простор для ваших комментариев. С вами был Олег Фавионыч, и это был Зов воды.